Представляем вашему вниманию корейскую историческую драму «Битва за Мёнрян». В этом фильме есть все. Непобедимый герой, адмирал Ли Сун Син, сильный, неуклонный человек, воплощение находчивости и веры в то, что любую задачу можно решить. Этот бой – самоубийство. Это самоубийство. Я сжег все здесь, чтобы мы умерли там, на воде. У нас больше нет дома. Нам негде прятаться. Увлекательная интрига. Удастся ли корейскому флоту из 13 кораблей одолеть японский флот в 300 бортов? Трагическая любовная история. Любимая. Очередной талисман? Я уезжаю не в первый раз. Не волнуйся. Я его сохраню. И, конечно же, эпические сражения с морем крови. История фильма рассказывает о морской битве при Мёнрян. Это событие 1597 года, Имдинской войны между силами Кореи и Японии. Японская сухопутная армия продвигается к столице. Чтобы не допустить ее поддержки со стороны японского флота, адмирал Ли Сун Син собирает последние 13 кораблей и готовится сразиться с 330 японскими кораблями. Главная надежда корейцев – легендарный адмирал, которого боится вся Япония. Я повторяю, Ли Сун Син – непростой соперник. Раз так, могу предположить, что вы все тайно восхищаетесь им. И уникальный боевой корабль «Черепаха», которую в ходе сюжета сжигают корейские предатели. В начале фильма зритель узнает, насколько малы надежды Кореи на победу. В их стане царит страх и пессимизм. Многие воины пытаются дезертировать. На их фоне выделяется адмирал Ли, который обладает стойкой верой в успех, основанной на преданности своему народу и на выдающихся стратегических способностях. Он проводит время, составляя победную стратегию сражения. В то же время мотивирует своих воинов и старается сохранить дисциплину весьма радикальными методами. Неужели всем нам, всем оставшимся воинам, придется погибнуть? Все сказал, что хотел. Также важную роль в фильме играет второстепенный герой, воин, который даже не смог принять участие в сражении из-за ранения. Это сын адмирала, с которым он обсуждает свои идеи, озвучивая их зрителю. Что будем делать, если ничего не наладится? Неужели запугивание – единственный способ преодолеть страх? Считаете, это сработает? Сын Ли Сун Сина служит связующим звеном между сюжетом и зрителем. Он будто сторонний наблюдатель, выступает от лица зрителя, задает рациональные вопросы, которые возникают у нас при просмотре. Главная интрига – как адмиралу удастся решить сложнейшую задачу – победить 300 японских кораблей своими 13. Сквозь фильм проходит идея, являющаяся ключом к ответу. Мы должны попытаться обратить страх в отвагу. И эта отвага тогда будет вести их к победе. Фильм «Битва за Мёнрян» – это история о лидерстве, которая в понимании корейцев непременно сопровождается самопожертвованием, верой в своих соратников и отказом от каких-либо личных интересов во имя общей цели. При этом настоящий лидер всегда признает победу не своей личной заслугой, а плодом усилий всей команды. Это все могло закончиться плачевно для нас. Верно. Могло. Если бы не народ, который спас нас. В битве он бросил именно свой корабль на передовую, доверяя другим кораблям себя страховать. Здесь возникает вопрос, разве Куросима не показал соответствующие лидерские качества? Он тоже пожертвовал своей жизнью, почему же он проиграл? Авторы дают ясный ответ. Основное отличие адмирала Ли в том, что он сражался ради благополучия своего народа, в то время как лидер японцев
руководствовался личными амбициями. Другое важное смысловое значение фильма в том, что материальные средства не так важны, как морально-волевые качества, как сила духа. Корейская сторона возлагала большие надежды на черепаху. Это название боевого корабля, который превосходит любое японское судно по своим характеристикам. Вероятно, Ли Сун Чин планировал использовать способность черепахи таранить вражеские корабли, как ключевую стратегию битвы. Но несмотря на то, что черепаха сгорела, во время диверсии корейскому флоту трудом и отвагой удалось воссоздать этот стиль боя посредством своих рядовых военных судов. Глазам не верю. Это же наша черепаха. Рекомендуем к просмотру «Битва за Мёнрян» – добротный, увлекательный исторический фильм, который точно не заставит вас скучать.